Видели невероятно огромные лайнеры посреди узеньких каналов или, может быть, подводную лодку, которая всплыла в центре Милана? Я собрал для вас самые невероятные случаи, которые удалось запечатлеть на камеру. От безумных идиотских ошибок до кораблекрушений, которые унесли сотни жизней. И раз уж мы начали с узеньких каналов, в преддверии 20 века Греция осуществила масштабный проект – прорыв Каринфский канал через перешеек, чтобы соединить Эгейское и Ионическое море. С весны 1893 года канал начал функционировать, облегчая маршруты торговых судов на целых 400 километров. Это стало настоящим прорывом, значительно подстегнув экономику региона. Однако со временем значимость канала угасла, особенно для современных грузовых судов. Ширина канала, составляющая всего 24 метра, ограничивает его функциональность, делая его непригодным для крупных кораблей. Но туристические суда все еще используют этот маршрут, и часто это происходит на буксире, чтобы осторожно миновать его узкие и высокие 76 метров стены. Недавно Каринфский канал вновь оказался в центре внимания, когда через него прошел огромный круизный лайнер «Браймар». Его ширина почти достигает ширины самого канала – 22 метра с 25 сантиметрами. На борту лайнера находилось около 1000 человек, включая экипаж. Путешественники сообщали о захватывающем зрелище, когда можно было дотянуться рукой до стен канала. Выглядит эпично, согласны? Но давайте перейдем к более серьезным случаям. Во время церемонии спуска на воду нового корабля произошел непредвиденный инцидент. USS Cleveland, который является частью серии кораблей класса Freedom, случайно столкнулся с буксиром. Это произошло 14 апреля, и, к счастью, никто не пострадал. Повреждения корабля оказались незначительными, так как удар пришелся на борт, выше ватерлинии, поэтому угрозы затопления не было. Согласно репортажу американского издания The Drive, представители ВМФ США пытались объяснить произошедшее. В ходе маневра, предшествующего спуску, буксир неожиданно оказался слишком близко к Кливленду, что и привело к столкновению. Каждый заход огромного круизного лайнера в Венецианскую лагуну – это событие, которое оставляет неизгладимое впечатление. Они, словно древние левиафаны, возвышаются над куполами и зданиями, придавая городу апокалиптический облик. Однако, несмотря на свою визуальную привлекательность, эти монстры становятся главной угрозой для Венеции. Сегодня она превратилась в один из наиболее загрязненных портов Европы, где каждый год причалы посещают около 500 круизных лайнеров. Почему? Архитектурное наследие города, заложенное еще в X-XIV веках, не рассчитано на соседство с гигантскими многоэтажными судами. Лагуна мелководная, и каждый маневр таких кораблей вблизи города вызывает волны, которые размывают фундаменты зданий, поднимают с дна ил и мусор, создавая дополнительные трудности для движения гондол и катеров. А иногда это заканчивается и настоящей трагедией. Недавно произошло серьезное происшествие. Океанский гигант из-за технической неисправности, а именно из-за отказа двигателя, начал неконтролируемое движение, в результате чего подмял под себя меньшее судно. На его борту находились почти 130 человек, 5 из которых пострадали. Попытки остановить лайнер с помощью 2 буксиров не увенчались успехом, трос не выдержал. Хорошо, что хотя бы город остался цел. Но идиотские ситуации случаются не только на воде, но и на суше. При транспортировке небольшой яхты водитель, видимо, забыл про ее габариты и случайно задел линию высоковольтных проводов. Как понимаете, на этом вся электроника внутри судна передала привет. Идиотская ошибка, которая в итоге стоила кучу денег. Ну хотя бы не сгорела, но это еще не самая большая человеческая тупость, уж поверьте. Кадры крушения круизного лайнера Коста Конкордия в январе 2012 года навсегда останутся в памяти как пример катастрофического стечения обстоятельств и человеческой ошибки. Лайнер следовал у берегов острова Джильо в Тирренском море, и на его борту находились 4252 человека, включая пассажиров и экипаж. Но произошла невероятная катастрофа. Капитан Франческо Скеттино, решив произвести впечатление на гостей, пригласив их на мостик, совершил роковой маневр, приблизив корабль к острову на опасное расстояние. Отключив автопилот, капитан начал управлять вручную, не располагая достоверными картами местных подводных рифов. Этот непродуманный маневр привел к столкновению с рифами, что вызвало серьезные повреждения корпуса и проникновение воды внутрь лайнера. Лайнер начал опасно крениться, а экипаж не смог адекватно организовать эвакуацию, что только усилило панику среди пассажиров. Несвоевременное объявление тревоги
и неправильное использование спасательных шлюпок усугубили ситуацию. Многим пришлось бросаться в воду или самостоятельно добираться до спасательных плотов. Плохие погодные условия затруднили спасательные работы, что привело к дополнительным задержкам и увеличению числа жертв. В итоге 32 человека погибли. Капитан Скетино был признан виновным по нескольким статьям, включая непредумышленное убийство и покидание места происшествия. Суд приговорил его к 16 годам заключения, но по условиям итальянской системы правосудия он может выйти уже через 8 лет. Но давайте немного выдохнем и улыбнемся. Кто сказал, что для того, чтобы ездить по воде и суше, нужен специальный автомобиль? Парень за рулем этого катера наглядно показал, что достаточно лишь слабоумия и отваги, ну и, конечно, мощности. Что стало с двигателем после такого заезда, история умалчивает. В октябре 2013 года улицы Милана стали свидетелями невероятного события. Ранним утром прохожие на улице Виа де Мерканти, в самом сердце города, обнаружили, что из-под мостовой внезапно вылезла подводная лодка с номером L1F3. Эта неожиданность вызвала настоящий переполох. Лодка, кажется, просто заблудилась в подземных каналах и решила попытаться всплыть. Безумие, правда? При этом она слегка повредила проезжавший мимо автомобиль. На место происшествия тут же прибыли полиция, пожарные и журналисты, а местные жители и туристы с удивлением наблюдали за происходящим. Сначала подводную лодку приняли за российскую, поскольку на ней не было итальянских опознавательных знаков. Пожарные пытались установить контакт с теми, кто мог находиться внутри, но когда один из них забрался на рубку лодки, из люка показались головы подводников, выражающие такое же удивление, как и у зевак. Ситуация разрешилась, когда выяснилось, что все произошедшее – не что иное, как хорошо спланированная рекламная акция страховой компании. Эта инсценировка под девизом «Случиться может все, что угодно» была настолько реалистичной, что многие сначала поверили в реальность событий. Организаторы акции стремились показать, как важно быть готовым ко всему, что может случиться в жизни, даже к самому неожиданному сценарию. Можно ли управлять судном после пары бутылок водки? Вопрос, конечно, риторический. Невероятное происшествие развернулось в порту Пусан, когда российское грузовое судно Sea Grand под управлением пьяного капитана устроило настоящий хаос. С водоизмещением в 6000 тонн корабль, чьего капитана обвиняют в управлении в состоянии сильного алкогольного опьянения, сначала столкнулся с яхтой, а затем, пытаясь избежать ответственности, врезался в автомобильный мост. Повреждения моста оказались настолько серьезными, что движение по нему пришлось немедленно перекрыть. Но на этом драма не закончилась. После столкновения с мостом Sea Grand не остановился, а развернулся и попытался скрыться в противоположном направлении. Это вызвало настоящую погоню со стороны морской полиции, которая с большим трудом смогла остановить буйствующее судно. И такое бывает. Самый длинный круизный лайнер в мире, Гармония морей компании Royal Caribbean, столкнулся с неприятностью во время швартовки в порту Фалмут на Ямайке. Происшествие произошло около 7 утра, когда 362-метровое судно пыталось пристать в одном из самых оживленных портов северного побережья. На борту лайнера находились 6687 пассажиров. Представляете? Инцидент, попавший на видео, показывает, как огромное судно медленно дрейфует к причалу и в итоге врезается в него. При этом слышны крики пассажиров, ставших свидетелями происшествия. По счастливой случайности никто из людей не пострадал, а повреждения судна оказались незначительными. В результате Гармония морей смогла продолжить запланированный круиз. В предварительном отчете указывается, что причиной столкновения мог быть ошибочный маневр портового лоцмана, который почему-то забыл про габариты судна. Трагедия парома МВ «Севаль», произошедшая 16 апреля 2014 года, остается одной из самых тяжелых в истории Южной Кореи. Паром, следующий из Инчхона в Чеджудо, затонул у юго-западного побережья Корейского полуострова. На борту находились 476 человек, среди которых было 325 школьников из города Ансан, направлявшихся на школьную экскурсию. В итоге жизни потеряли 304 человека, большинство из которых – дети. Эта катастрофа вызвала масштабный общенациональный шок и гнев. Первоначальное следствие выявило, что причиной катастрофы стали серьезные нарушения в сфере безопасности.
паром был перегружен и неправильно переоборудован, что сделало его уязвимым к крену и опрокидыванию. Увеличение количества палуб привело к росту вместимости и грузоподъемности, что критически сказалось на устойчивости судна. Кроме того, в момент катастрофы на мостике находилась неопытная штурман, чье решение о резком маневре привело к трагедии. Грустно, но правительство сделало выводы, наказав всех виновных и ужесточив правила допуска к управлению судами. Грустно, но давайте поднимем настроение. Эти ребята явно решили проверить пределы возможностей своего скромного деревянного лайнера, взяв на борт сразу 30 человек. Увы, что-то пошло не так. Интересно, почему? Но не переживайте, никто не пострадал. Все благополучно добрались до берега вплавь. А слышите эти крики? И нет, это не восторг от первого спуска на воду. Инженеры не рассчитали нагрузку, которая пришлась на тросы, и те просто оборвались. Самое ужасное, что в этот момент люди находились на борту, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. А что было потом с кораблем? Еще пару лет восстановительных работ, представляете? Катастрофа с грузовым кораблем Felicity Ace действительно стала знаковым и печальным событием в морской истории. Этот корабль перевозил тысячи люксовых автомобилей, отправлявшихся из Германии в США, включая такие бренды, как Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini, среди которых были и редкие экземпляры. 16 февраля 2022 года, когда корабль проходил вблизи Азорских островов с более чем 4000 роскошных автомобилей на борту, произошла катастрофа. Внезапно на корабле возник пожар, который быстро охватил всю его структуру. Экипаж в количестве 22 человек был успешно эвакуирован с помощью коммерческих судов и вертолетов. Несмотря на все усилия по тушению, огонь продолжал бушевать несколько дней, и в конце концов, во время буксировки к берегу, корабль затонул, опустившись на дно океана на глубину почти 3000 метров. Эх, столько автомобилей классных! А вот еще одна идиотская ситуация, когда капитан, видимо, забыл, что его судно немного перегружено контейнерами. В результате сухогруз попросту застрял под мостом, повредив и груз, и пролеты. Надо ли говорить, что такая халатность обошлась в миллионы долларов? Зрелище, конечно, эпичное. Судно пришлось со скрежетом вытаскивать из этой коварной ловушки. А что делает это судно, вообще непонятно. Оно выглядит как рыба-меч или пиратский корабль, решивший пойти на абордаж, и при этом отважно и без колебаний движется вперед, не стесняясь ничего на своем пути. В шоке были абсолютно все. История умалчивает, чем закончилось это столкновение, но будем надеяться, что сухогруз не затонул. Иногда и сами пассажиры могут устроить настоящее представление. Американец Ник Найдов решил проявить отвагу, совершив экстремальный прыжок с 11-го этажа круизного лайнера Royal Caribbean во время его остановки в столице Багамских островов – Нассау. Этот эпизод оказался не только опасным, но и нарушал правила безопасности на борту. Ник, бывший инструктор по гимнастике и любитель экстремальных приключений, на тот момент был в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, он не получил серьезных травм и был спасен небольшой лодкой, которая помогла ему добраться до берега. Однако при возвращении на корабль его уже ждала охрана. Ник и его друзья столкнулись с серьезными последствиями. Их всех высадили с лайнера, и компания Royal Caribbean заявила, что им больше не продадут ни одного билета на свои круизы до конца жизни. Шутками про женщин за рулем никого не удивишь. Но что насчет милых дам за штурвалом? Компания решила отдохнуть и арендовать катер, но, похоже, девушки забыли уточнить, как правильно парковаться обратно или швартоваться. Да, неважно, можно же просто сразу на берег выскочить, правда? В итоге катер эффектно припарковался прямо на суше, удивив всех вокруг. И завершу выпуск действительно эпичными кадрами. Катастрофа судна MV Golden Ray, произошедшая у побережья США в 2019 году, является ярким примером того, как человеческая жадность и недальновидность могут привести к трагическим последствиям. Судно, построенное корпорацией Hyundai Mipo Dockyard, было перегружено более чем на 1000 тонн сверхдопустимого предела, что стало критическим фактором в его опрокидывании всего через 23 минуты после выхода из порта. Произошедшее началось с решения заменить 285 компактных автомобилей Hyundai Accent и Kia Forte на 316 крупных внедорожников Kia Telluride во время одной из остановок в порту. Это изменение значительно увеличило общую массу груза и переместило центр тяжести вверх, что сделало судно значительно более уязвимым к опрокидыванию. И оно пошло на дно. Чтобы затем вытащить его и доставить в порт, пришлось резать судно на части и растаскивать их по отдельности. Зрелище действительно эпичное. Но цена за такую жадность оказалась слишком высока.
Пишите свое мнение в комментариях, какой случай вас удивил больше всего. Подписывайтесь на канал. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то переходите в мой телеграм-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр и не забудьте про лайк.